Отбросы высшего сорта. В журналистской среде не принято плохо говорить о коллегах. Но это касается исключительно людей, которые неотступно следуют принципам журналистики, не игнорируя законы этики. Тех же, для кого тепленькое место или личное мнение важнее объективности, можно спокойно вычеркивать из числа журналистов. Эти люди обслуживают узкие интересы своих работодателей, занимаясь информационной проституцией. Мы не будем перечислять всех, кто в условиях Украино-российской войны показал себя с самой мерзкой стороны, а рассмотрим несколько конкретных примеров и обозначим виды, на которые делятся эти особо опасные представители общества. Приступая к принципу журналистики, они разжигают вооруженное противостояние, а поэтому спрос с них гораздо больше, чем с непосредственных участников конфликта. Итак, начнем с репортеров, работающих на месте событий. Эти субъекты часто появляются в кадре и вещают во время прямых включений или псевдопрямых, если это касается российского ТВ, или северокорейского. Причем довольно часто такие журналисты заранее знают, что и где произойдет. В частности, во время кровавых событий на Майдане корреспондент российского Life News Семен Пегов точно знал, что в следующий момент в кадре будут трупы, и именно их нужно показывать. Ацик, скоро прямое будет через пару минут. Тебе нужно показывать трупы в основном. А здесь Семен Пегов уже в Донецке. Спокойно комментирует бесчеловечную акцию террористов, которые провели по центру столицы Донбасса якобы военнопленных украинских солдат. Не страшно, что в колонне кроме пленных были мирные жители Донецка, отказавшиеся воевать за ДНР, а толпа, собравшихся поглазеть на это шоу, на 70% состояла из привезенных российских гастролеров. Главная задача, которую поставил перед Пеговым его редактор, акцентировать внимание на теме фашизма. Репортер, даже не моргнув, команду выполнил. Это аналогия прямая с Великой Отечественной войной, когда проводили немецких нацистов, военнопленных. За ними затем было принято мыть улицы, и то же самое решили сделать и здесь, в Донецке, показав тем самым, что действительно война, которую ведут народные ополченцы Донбасса и жители мирные, в каком-то смысле сопоставима с тем, что происходило в Великую Отечественную войну. Подобных личностей, которые вещают четко по бумажке, составленной в кабинетах отдела военной пропаганды, в горячих точках Донбасса десятки, если не сотни. Они – низшее звено пищевой цепи кремлевской информационной доктрины. На ступеньку выше находятся репортеры-аналитики. Их засылают в зону боевых действий на несколько дней. Они лучше владеют словом, и в их материалах больше пафоса. Их выпускают в эфир отдельно, как гостей политических ток-шоу или информационных выпусков. Причем представляют не просто свидетелями происходящего, а как экспертов высшей категории. Они с умным видом поддакивают телеведущим, педалируя все тот же основной посыл о фашистах в Украине. Один из реальных представителей этого подвида лжежурналистов – Алексей Казаков. Отдельно останавливаться на его сюжете было бы непозволительной роскошью. В материале много драматизма и ноль объективности. Но акцентируем ваше внимание на том, как зрителя подводят к сюжету. Слово «каратели» звучит столько раз, что хочется оглядеться по сторонам и проверить, нет ли рядом этих отбросов фашистской истории. Напомним, что карательные отряды, так называемые Айнзац-группы, были специальными подразделениями фашистов СС и полиции.
После месяца боев, исчерпав боеприпасы, фактически обреченные войска карателей решились на отчаянные шаги и освободили крупные силы для отражения атак карателей на других направлениях. Вот объясню, откуда такой интерес у карателей именно к этому небольшому городку. Все, что синим. Артемовск, Дебальцево, Красноармейск, дальше Курахово, Волноваха, Старобешево. Это все каратели? Это все каратели. Но Красный Луч пока не отмечен синим. Они вплотную стоят у Шахтерска. Следующая категория – телевизионные дикторы. На этих персонажей немногие обращают внимание, редко запоминают их имена, поскольку большинство из них выполняет роль говорящей головы. Но запоминают лица, на которых, как правило, выражение каменных истуканов. Однако по напору вводимой в сознание зрителей нужной информации они превосходят многих корреспондентов. Дикторы или телеведущие вкалывают анестезию жертве пропаганды, дают несколько вводных, после которых со зрителем можно делать все, что угодно. Причем порой представители этого подвида журналистских отбросов имеют ангельское обличие. К примеру, ведущая российского Пятого канала Анастасия Дьякова на своих страницах в социальных сетях размещает иконы и выражает соболезнования гибнущим по всему миру людям. Но работа есть работа. Как говорится, извините, ничего личного, просто бизнес. Украинская армия обрушила «Смерч» и «Град» на Горловку. По словам местных жителей, город окружен целыми батареями систем залпового огня. В минувшей ночью каратели использовали фосфорные бомбы и боевую авиацию. Украинские силовики продолжают карательную операцию на юго-востоке. Также в интернете появились видеосвидетельства того, как на город сбрасывают фосфорные бомбы. Более того, украинская армия продолжает обстрел городов юго-востока. Много пострадавших в результате отравления хлором. Это подтверждает версию о применении Киевом химического оружия. Следовать воле Порошенко не собираются и боевики батальона «Восток», активные участники карательной операции. Фактически на Украине сейчас правит партия войны. Ну и венчают пирамиду профессиональных промывателей мозгов представители высшего сословия пропагандистов. Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Сергей Доренко, Александр Проханов и им подобные пользуются особой благосклонностью Кремля. Эти глашатые бьют из крупнокалиберных орудий, поскольку имеют огромную популярность среди широких масс потребителей информационной лапши. Но все они, независимо от статуса и величины гонорара, виновники умопомешательства сторонников так называемой идеи русского мира. Они разжигают братоубийственную войну, на их плечи ложится основной груз ответственности за смерти украинцев и россиян, за позорный статус России как изгоя, до которого ее довели кремлевские маразматики. Тем же акулам пера, которым пока еще не чужды понятия чести и совести, предлагаем вспомнить основные принципы, по которым журналисты имеют право обращаться к зрителям, слушателям, читателям. Право граждан на достоверную информацию. Объективное освещение событий – долг журналиста. Социальная ответственность журналиста. Профессиональная честность журналиста. Уважение частной жизни и достоинства. Уважение всеобщих ценностей и многообразие культур. Борьба против войн и других бед, грозящих человечеству. Все, что выходит за рамки этих принципов, тяжкое преступление, за которое придется расплачиваться как самим псевдожурналистам, так и миллионам их соотечественников. Ведь, как известно, позволивший собой манипулировать делит поровну вину с тем, кто для достижения своей цели воспользовался ложью.